Сон продолжает преследовать меня, старый друг. Он всегда начинается с путешествия в далекую страну. Там я нахожу город в огне. Улицы, забитые трупами. Немыслимое разрушение. Я наблюдаю бессмысленную бойню. Брат против брата. Чистая ненависть. И затем казни. А потом страдание окружило меня, пока не подходит моя очередь. Оно обжигает мне глаза, ломает мне кости. Я просыпаюсь в ужасе. И нет никого, кто бы мог противостоять им. Ты думаешь, я спятил, старый друг? Но я знаю эти сны. Они рассказывают о будущем. Ад грядет, брат. Ад грядет. Я приветствую вас, дорогие нефалемы. Сегодня в этом видео я вам расскажу про то, что нас ждет в Diablo 4. И про то, что вам нужно будет знать перед выходом этой игры, для того, чтобы было вам проще и лучше разобраться в ней. Также я не буду вдаваться здесь в техническую часть игры, но кому будет мало и вы захотите более внедриться в понимание многих игровых механик, то на моем канале недавно выходил ролик про последний апдейт Diablo 4. Поэтому let's go, погнали! События Diablo 4 разворачиваются спустя 60 лет после финала Diablo 3 Reaper of Souls. Санктуарий пережил войну между небесами и преисподней, но не без потерь. Жестокое побоище забрало с собой жизни героев и простых людей. Казалось бы, война закончилась, жизнь стала налаживаться, однако мир снова поразило великое зло. С помощью кровавого обряда в Санктуарии возвращается сама Лилит, дочь Мефисто и мать всего человечества. Обладая безграничной властью над смертными, она убивает в их сердцах надежду на светлое будущее, погружая мир во мрак и отчаяние. Разработчики вдохновляются двумя играми серии. И судя по тому, что мы уже увидели, можно сказать одно, что они взяли лучшее со второй части и учли ошибки, которые они допустили в третьей. То есть фанатов снова ждет куча подземелий, которые генерируются случайным образом. В данжах вы сможете найти легендарные шмотки, лут и то, что вам поможет в нелегких схватках с демонами. Одно из главных отличий четвертой части – полностью открытый мир с 5 регионами. Некоторых игроков раздражали экраны загрузки при переходе между локациями, теперь же ничего подобного не будет. Исследовать Санктуарий можно без пауз и в произвольном порядке. Сейчас известно о возможности посетить пустыню Кеджистана, леса Скозглина, бесплотные степи, расколотые горы и болота Хавизара. Поклонники второй и третьей частей скорее всего узнали пару перечисленных регионов. Без новых противников, конечно же, тоже не обойдется, о которых нам также рассказывают в новых апдейтах. Кроме того, в Diablo 4 будет меняться погода, а также появится динамическая смена дня и ночи. Наконец-то можно будет обзавестись маунтом, ездовым животным. Это обусловлено тем, что локации стали куда больше, чем в прошлых играх. Теперь вряд ли хватит терпения исследовать уровни пешком. Выносливый конь или любое другое ездовое существо призваны решить эту проблему. Можно будет настраивать внешний вид скакуна, а также нагружать зверя дополнительными припасами и добытыми трофеями. Также в Diablo 4 довольно глубокая система развития героя, множество квестов, уникальные подземелья, различный лут и брутальное снаряжение, которое сочетается с атмосферой. Все это ждет нас в четвертой части. Только теперь не придется идти туда, куда укажет игра. Открытый мир обеспечивает множество вариаций прохождения и позволяет игроку самостоятельно решать, как построить свое приключение. Кстати, фанаты Diablo 2 могут ликовать. В четвертой части вернется знакомая по второй части древо умений и прокачка характеристик персонажа. Также важную роль сыграет умение уклоняться. Без него персонаж быстро умрет в битве, так что не стоит игнорировать этот полезный навык. Из всего вышесказанного, мне, если честно, это уже напоминает какое-то ММО. Хотя, скорее всего, оно так и будет, только во вселенной Diablo. Ну, значит, тогда нас ждет толковый PvP режим, кооператив на легендарных боссов и куча ивентов. А может даже и аукцион? К слову, Blizzard обещает вернуть некоторое подобие аукциона, только без денежных реальных вложений. Хотя, вы знаете, если честно, я надеюсь, они все-таки передумают
и смогут вернуть его, так как я хотел бы знать, что я фармлю не просто так, и еще и могу и заработать. Поэтому после прохождения сюжетной линии мир станет общим. Это значит, что у любого игрока есть шанс встретить других геймеров, которые могут быть настроены не очень-то дружелюбно. Но судя по всему, мирные игроки, которые не хотят вступать в бой с другими, смогут отключить PvP режим. Но что нового Diablo 4 привнесет в эту вселенную? Сердце новой игры — графический движок, созданный практически с нуля. Его ключевая особенность заключается в физическом рендеринге. Это означает, что игровые объекты будут выглядеть реалистичнее, так как движок учитывает характеристики материала, из которого сделан виртуальный предмет. Кроме того, благодаря новому движку стал доступен бесшовный открытый мир. Графика приобрела плавность и стала более реалистичней, а анимация красочной и яркой. Какие классы персонажей нас ожидают? Тут в принципе все без изменений. На данный момент записи этого ролика уже озвучены 4 класса. Это друид, варвар, сорка и охотник на демонов. Ну и пятый, я еще думаю, будет некромант, который будет скорее всего за деньги. Ну и может быть, мои предположения, еще будет рыцарь крови. Но опять же, кто знает. Кстати, кто интересуется Diablo Immortal, я недавно записал ролик про еще не анонсированного, но он стопудово будет, это рыцарь крови. Поэтому, кому интересно, подсказки тоже в помощь. Единственное дополнение после предыдущих частей то, что в 4-й части появится расширенный редактор персонажей. Можно будет выбрать пол героя, настроить черты лица, изменить тон кожи, подобрать прическу и задать мелкие детали вроде татуировок или украшений. Также, ребят, если вы хотите полностью ознакомиться с презентацией геймплея за всех персонажей, можете посмотреть мой предыдущий ролик, где я показываю обновленную боевую систему за всех персов. Что бы я еще хотел сказать из вышесказанного сегодня? То, что, во-первых, разработка этой игры занимает очень много времени. Плюс, учитывая то, что сейчас идет сделка по покупке близов, то точно фанатам ждать эту игру стоит либо в конце этого года, либо в начале следующего. Так что набираемся терпения, а я буду держать вас, конечно же, в курсе по разработке и отчетам Diablo 4. Ну а вы подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и пока.